Всем привет! Сегодня приготовим сочные баклажаны по-азиатски. Это ароматное, аппетитное и невероятно вкусное блюдо, которое не требует много времени и усилий. Баклажаны нарезаем большими кусочками. Всего понадобится 700 грамм баклажанов. Нарезанные баклажаны кладем в миску. Солим примерно 1 столовой ложкой соли. Все заливаем водой комнатной температуры. Воды берем столько, чтобы баклажаны могли полностью покрыться водой. Перемешиваем, чтобы растворилась соль. Оставляем баклажаны настаиваться в соленой воде на 15 минут. Готовим соус. В мисочку выдавливаем через пресс примерно 8 зубчиков чеснока. Насыпаем 1 столовую ложку сахара. Наливаем 6 столовых ложек соевого соуса. Добавляем 1 столовую ложку растительного масла и 1 столовую ложку воды. Все перемешиваем. Если у вас очень соленый соевый соус, то добавьте 3 столовых ложки соуса и 3 столовых ложки воды. Прошло 15 минут. Баклажаны отжимаем от воды и перекладываем в миску. Замачивание в соленой воде убирает возможную горечь, делает баклажаны более упругими, и они меньше впитывают лишнее масло со сковороды. Интересно, а кто-нибудь пробовал готовить баклажаны без замачивания? Расскажите свой опыт. Кусочки баклажанов посыпаем крахмалом сверху и перемешиваем. Необсыпанные кусочки снова посыпаем крахмалом. Удобнее всего это делать через сито, так крахмал более равномерно распределяется по баклажанам. Всего понадобится примерно 3-4 чайных ложки крахмала. На сковороду наливаем растительное масло так, чтобы оно покрыло дно. Подготовленные баклажаны кладем на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом. Обжариваем баклажаны на среднем огне, периодически перемешивая до золотистых бочков. Я жарю на большой сковороде. Если сковорода небольшая, то лучше обжаривать баклажаны частями, а в конце все соединить. Баклажаны уже практически готовые. Выливаем на них приготовленный соус. Все перемешиваем. Глазируем баклажаны на среднем огне, периодически перемешивая до тех пор, пока на дне сковороды не останется жидкости. Это занимает примерно 2-3 минуты. Готовые баклажаны выкладываем на блюдо. А как вы готовите баклажаны? Поделитесь своим любимым рецептом в комментариях. На сухую сковороду насыпаем 1 столовую ложку кунжутных семечек. Обжариваем их, постоянно перемешивая, чтобы не сгорели. Кунжутными семечками посыпаем баклажаны сверху. Блюдо готово, можно подавать на стол. Баклажаны по-азиатски получились нежными, сочными и очень ароматными. Сладко-соленый вкус с легкой чесночной ноткой делает их особенно аппетитными. Готовятся просто и быстро, а выглядят так, что подойдут для буднего ужина и для праздничного стола. Также у меня на канале есть и другие рецепты из баклажанов. Чтобы долго не искать, некоторые из них я покажу в этом видео. Следующий приготовим закуску «Хвост павлина». Она яркая, красивая и очень вкусная. Такая закуска прекрасно подходит как для праздничного стола, так и на каждый день. Сначала подготовим баклажаны. 2 средних баклажана моем и нарезаем кружочками. Стараемся нарезать немного под углом. Нарезанные баклажаны перекладываем в миску. Солим их и перемешиваем. Подготовленные баклажаны выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Сверху каждый кусочек смазываем растительным маслом. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 15-20 минут. Пока запекаются баклажаны, подготовим остальные овощи. 3-4 небольших помидора нарезаем кружочками. 2-3 небольших огурца тоже нарезаем кружочками под небольшим углом.
Примерно 8-10 черных оливок без косточек разрезаем вдоль пополам. Берем 2 столовые ложки майонеза и в него добавляем чеснок через пресс. Все перемешиваем. Баклажаны уже запеклись. Готовность проверяем вилкой, они должны легко прокалываться. Баклажаны остыли, складываем закуску. Остывшие баклажаны раскладываем по большой тарелке. Нижнюю часть каждого баклажана смазываем подготовленным майонезом. Кладем по одному кружочку помидора на каждый баклажан. Помидоры также немного смазываем майонезом. Кладем кусочки огурца. Половинки оливок немного смазываем майонезом и кладем их на огурцы. Закуску украшаем листиками петрушки. Закуска готова, можно подавать на стол. Закуска «Хвост павлина» получилась очень красивой и вкусной. Она прекрасно подходит для приготовления в сезон баклажанов. Готовится просто и достаточно быстро. И последними приготовим баклажаны с мясом. Это очень вкусное, ароматное и оригинальное блюдо, которое точно попадет в вашу копилочку лучших рецептов. Сначала подготовим баклажаны. Берем 3-4 баклажана и нарезаем их кружочками толщиной примерно 1 см. Кружочки баклажанов кладем в миску. Солим их и перемешиваем. Каждый кусочек баклажана смазываем растительным маслом с одной стороны и кладем смазанной стороной на хорошо разогретую сковороду-гриль. Пока баклажаны обжариваются, сверху тоже их смазываем растительным маслом. Одна сторона поджарилась, переворачиваем на другую сторону. Такие баклажаны можно жарить и на обычной сковороде. Обжаренные баклажаны снимаем со сковороды. Готовим начинку. Одну луковицу нарезаем кубиками. На горячую сковороду с растительным маслом кладем нарезанный лук. Пассируем до золотистости. В сковороду, где пассируется лук, кладем полкилограмма фарша. Все обжариваем, периодически перемешивая, пока фарш не поменяет цвет. Я использую свиной фарш. В конце приготовления фарш солим по вкусу и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем и снимаем с огня. Пока остывает фарш, подготовим остальные ингредиенты. 300 г сыра трем на крупной терке. 2 помидора среднего размера нарезаем небольшими кубиками. 2 больших зубчика чеснока измельчаем ножом. В миску кладем немного остывший подготовленный фарш. Нарезанные помидоры. Примерно 2/3 части тертого сыра. И измельченный чеснок. Все перемешиваем. В эту массу разбиваем 2 яйца и опять все перемешиваем. Вместо яиц можно добавить 2-3 столовых ложки сметаны или майонеза. Противень немного смазываем растительным маслом. Берем кружочек баклажана и выкладываем на него примерно столовую ложку начинки. Ставим на противень. Таким методом подготавливаем все баклажаны с начинкой. Сверху каждую горочку посыпаем оставшимся тертым сыром. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, запекаем примерно 15 минут. Готовые баклажаны с начинкой выкладываем на тарелку и украшаем петрушкой. Подаем на стол в горячем виде. Баклажаны с мясом получились очень вкусными и ароматными. Блюдо выглядит необычно и заинтригует всех домочадцев. Обязательно его приготовьте, это очень вкусно.